Все началось с необычных радиосигналов, которые начали регулярно фиксироваться учеными в водах Тихого океана. Эти сигналы были настолько организованными и структурированными, что изначально их приняли за попытки коммуникации с потенциалом разумной природы. Исследовательские центры по всему миру сразу же обратили внимание на эти загадочные передачи, стремясь разгадать их происхождение и смысл. Первые догадки сводились к тому, что сигналы могли быть плодом человеческой деятельности, возможно, засекреченные военные учения или новая форма коммуникационных технологий. Однако не прошло и нескольких недель, как стало очевидно. Источник находился глубоко под водой, в недоступных для человека регионах океана. Тем временем глубоководные микрофоны, установленные для мониторинга китовых популяций, начали фиксировать увеличивающуюся активность. Эти сигналы были не просто случайными наборами звуков, а чем-то напоминающим кодированный язык. Ученые стали использовать подводные дроны и гидрофоны, чтобы приблизиться к источнику. К их удивлению, сигналы исходили от большой группы дельфинов, собравшихся в необычной для них плотной и организованной формации. В процессе изучения стало ясно, что структура сигналов была сложной и напоминала многоуровневую коммуникацию, состоящую из множества слов и фраз. Это открытие вызвало настоящий ажиотаж в научном мире, ведь никогда ранее не были зафиксированы такие сложные формы общения среди дельфинов. Исследователи были на пороге великого открытия, но что еще более интригующее, что именно могут означать эти сигналы и какой след они оставят в понимании нашего мира. Разговоры, которые мы никогда не слышали. Новая реальность, сигналы, зафиксированные учеными, оказались лишь вершиной айсберга. Вскоре стало понятно, что дельфины, в отличие от ожиданий, не просто общаются между собой, а ведут активные беседы, аналогичные сложным диалогам. Ученые, анализируя эти передачи, все больше убеждались в том, что дельфины используют многослойную систему звуков, напоминающую человеческую речь с ее интонациями и ритмами. Каждый новый день приносил новые данные. Формации дельфинов изменялись. Они комбинировали звуки, словно создавая новые предложения. Это открытие привело к разработке и внедрению новых методов анализа для расшифровки их потенциального языка. Оказалось, что дельфины способны не только передавать информацию, но и задавать вопросы, а также обмениваться сложными концепциями. Ученые начали замечать, что дельфины не только обсуждают свои текущие действия, но и планируют их с точностью, которая превосходит даже самые смелые гипотезы о их умственных способностях. Возникают предположения, что эти загадочные сигналы могут быть связаны с коллективными обсуждениями, стратегиями или даже передачей знаний. Этот феномен застал исследовательский мир врасплох, ведь раньше считалось, что общение дельфинов, хотя и сложное, ограничено определенными функциями, такими как охота или защита. Внезапно становится ясно, эти водные млекопитающие, возможно, давно развили форму интеллекта, о которой человечество даже не догадывалось. Вопрос в том, что произошло в глубоких водах, чтобы привести к такому космическому рывку в их общении. Этот факт открыл новые горизонты для исследований и поставил перед миром загадку. Какие еще секреты скрывает океан и что именно дельфины пытаются сказать нам, людям? Тайная жизнь подводных гениев. Пристальное наблюдение за поведением этой группы дельфинов выявило нечто поистине удивительное. Они образовали сложные сообщества с иерархией, взаимодействуя друг с другом на уровне, который ранее считался невозможным для их вида. Эти подводные гении не просто плавали в своих водных домах, а, казалось, вели целенаправленную деятельность, включавшую в себя разработку сложных планов и распределение задач среди членов группы. Дельфины, как выяснилось, разделяли обязанности, подобно тому, как это делают люди в организованных обществах. Это открытие озадачило ученых, ведь дельфины демонстрировали способности к кооперации и распределению ролей, что раньше наблюдалось лишь в человеческой культуре. В ходе исследования было зафиксировано, как они охотятся коллективно, формируя сложные стратегии, чтобы загнать рыбу в ловушку, а также делятся уловом, что говорит об их развитом чувстве альтруизма. Но особенно поразительным стало наблюдение за тем, как они обучаются друг у друга и даже передают знания. Видеозаписи показали, как старшие обучают молодняк, передавая им ценные навыки и тактики. Это не просто инстинктивное поведение. Перед учеными открылась картина, где дельфины участвуют в, возможно, осознанном процессе передачи знаний. Подобное поведение указывает на то, что эти морские создания обладают формой коллективного интеллекта, который позволяет им адаптироваться и процветать в своем окружении. Но что заставило их эволюционировать до такой степени? Возможно, ответ кроется в уникальных экологических условиях или в давлении внешних факторов. Ученые только начинают разгадывать эту тайну, но одно ясно – дельфины стали ключом к пониманию новых горизонтов интеллекта в мире животных. Эти открытия показывают, что океанская жизнь скрывает более сложные формы сознания, чем можно было предположить, и это лишь начало в исследовании загадок морских глубин.
Шокирующая находка — дельфины с интеллектом выше человеческого. Но что наиболее поразительно, это уровень интеллекта, который дельфины проявляют в сложных ситуациях. В экспериментах, проведенных учеными, дельфины демонстрировали поразительные способности к решению проблем. В одном из случаев, когда перед ними поставили задачу добыть пищу из труднодоступного контейнера, дельфины проявили не только сообразительность, но и уникальную способность к сотрудничеству. Они использовали разные методы, обсуждая и пробуя разные подходы, пока не добились успеха. Такой уровень совместного планирования и адаптации вызвал настоящий шок среди исследователей, ведь ранее считалось, что подобное поведение свойственно только людям и некоторым приматам. В другой удивительной демонстрации дельфины использовали подручные предметы, такие как камни и морские губки, чтобы добыть труднодоступные виды рыбы. Это, в свою очередь, свидетельствует о способности дельфинов к использованию инструментов. Навык, который долгое время считался исключительно человеческим или, в лучшем случае, приматским. Открытие того, что дельфины могут применять такие инновационные и творческие подходы в своем поведении, показывает глубину и сложность их когнитивных способностей. Но это еще не все. Одна из самых впечатляющих находок касалась способностей дельфинов к самопознанию. При проведении тестов с использованием зеркал дельфины не только узнали самих себя, но и, как казалось, использовали свое отражение для изучения собственного тела, что является признаком высокого уровня осознания. Это открытие перевернуло не одно представление о границе между человеческим и животным умом. Комбинация этих факторов свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с высокой формой животного интеллекта, возможно, даже превосходящей в определенных аспектах человеческий. Вопрос заключается в том, как эти способности развивались и какой потенциал они скрывают для будущего исследования. Как океан стал домом для сверхинтеллекта? Океан, этот величественный и загадочный мир, сыграл ключевую роль в формировании интеллекта дельфинов. Его обширные просторы и сложные экосистемы сделали условия жизни в нем не просто захватывающими, но и требующими постоянной адаптации и эволюции. Дельфины оказались в мире, где выживание зависит от способности взаимодействовать, анализировать и принимать решения. Это заставило их развивать свои когнитивные навыки. В бескрайних водах дельфины учились ориентироваться и общаться, чтобы охотиться и защищаться от хищников. Эти постоянные вызовы привели к развитию сложных форм поведения, которые требуют не только быстроты реакции, но и стратегического мышления. Повседневная жизнь в океане предоставила дельфинам множество возможностей обучаться и накапливать знания. Наблюдая за их охотой, ученые заметили, что дельфины использовали даже звуковые волны для координации своих движений во время нападения на добычу. Это позволяло им эффективно загонять рыбу в кольцо из пузырьков, метод, который они совершенствовали на протяжении многих поколений. Такие методы говорят о глубоком понимании физики водной среды и способности решать проблемы в реальном времени. Также океан с его непредсказуемостью сформировал у дельфинов умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Они научились объединяться в группы для решения сложных задач, что положительно сказывалось на их выживании и продолжении рода. Эта кооперация стала важной частью их эволюционного успеха. Кроме того, оказалось, что дельфины способны не просто адаптироваться, но и использовать океан как инструмент для дальнейшего развития своего интеллекта. Например, они взаимодействуют с другими видами, чтобы извлечь выгоду из их поведения, а также используют природные явления, такие как приливы и отливы, для своих нужд. Эти наблюдения показывают, как океан стал не просто средой обитания, но и своеобразным университетом для развития их когнитивных способностей. Впечатляющие адаптации дельфинов указывают на высокий уровень их интеллекта, который, возможно, мы только начинаем понимать. Это открывает перед нами двери к более глубокому пониманию того, как интеллект может эволюционировать в самых неожиданных условиях. Генетический код — ключ к разгадке. Исследователи стремились понять, что же позволило дельфинам достичь такого впечатляющего уровня интеллекта. Одной из главных теорий стало предположение о возможной роли генетического кода. Ученые начали изучать ДНК дельфинов, чтобы выяснить, какие именно гены отвечают за их когнитивные способности. В ходе анализа выяснилось, что некоторые гены у дельфинов демонстрируют удивительные особенности, которых не встречается у других морских млекопитающих, а тем более у людей. В частности, внимание привлекли гены, связанные с развитием мозга и нейронных связей. Обнаруженные мутации могли способствовать увеличению размеров мозга и улучшению его функциональности. Такие изменения в генах, как предположили ученые, могли стать результатом естественного отбора в условиях сложной подводной среды, где выживание напрямую зависело от уровня интеллекта. Эти гены позволяют дельфинам не только успешно адаптироваться к переменам, но и развивать способности к решению сложных задач, что приходится им делать каждый день в океане.
Изначально ученые полагали, что сходство между дельфинами и людьми ограничиваются эмпатией и социализацией. Однако тщательный генетический анализ показал, что у дельфинов есть генетические процессы, улучшающие память и обучаемость. Это можно сравнить с уникальными мутациями, которые когда-то способствовали развитию человеческого мозга. Такие открытия открывают новые горизонты для понимания эволюции интеллекта, показывая, что процесс может идти разными путями. Эти находки в области генетики дельфинов привели специалистов к мысли о том, что их интеллект — это не просто результат адаптации к среде, но и следствие сложных генетических изменений. Исследования в этой области продолжаются, и каждый новый день приносит все более удивительные открытия. Такой генетический код может стать не только ключом к разгадке интеллекта дельфинов, но и инструментом для более глубокого понимания эволюции интеллекта в целом. Итак, что же дальше откроется ученым в этом увлекательном исследовании подводного мира? Перспективы общения с подводными умами. Сложные и загадочные сигналы, обнаруженные учеными, стали основой для новой волны исследований, направленных на выяснение возможностей коммуникации человека с дельфинами. Первоначально ученые предполагали, что дельфины могут понять простейшие команды и реагировать на звуковые сигналы, но недавние открытия изменили правила игры. Новые данные о структуре и содержании сообщений дельфинов заставили исследователей пересмотреть свои подходы и начать разработку технологий для более глубокого взаимодействия. Одним из шагов было создание специализированного программного обеспечения для анализа и расшифровки сигналов дельфинов. Это ПО анализирует сложные звуковые паттерны и вычленяет из них ключевые фразы или слова, которые могут быть основой для построения диалога между человеком и дельфином. Такие технологии открывают двери к новым формам взаимодействия, позволяя не только наблюдать за поведением дельфинов, но и участвовать в его изменении и управлении. Кроме того, исследователи начали активно использовать подводные акустические маяки, чтобы установить более устойчивую связь с дельфинами. Эти устройства посылают коды, имитирующие дельфиньи сигналы, и фиксируют их реакцию. Первый опыт использования этих маяков показал, что дельфины проявляют интерес и даже пытались повторить некоторые из предложенных им сигналов. Такой подход еще не обеспечивает полноценного диалога, но он уже позволяет установить базовые формы общения и взаимодействия. На горизонте также маячит возможность использования искусственного интеллекта, который сможет эффективно обрабатывать большие объемы данных и выявлять закономерности в языке дельфинов. Это не только ускорит процесс изучения их коммуникационных способностей, но и может привести к созданию прототипа универсального переводчика, который будет интерпретировать и передавать сложные сообщения между видами. Пока ученые продолжают свои исследования, перспективы общения с подводными умами становятся все более реальными. Вопрос не только в том, как мы сможем это сделать, но и в том, какие возможности откроются в нашем взаимодействии с этим удивительным видом и какой вклад это внесет в наше понимание мира. Что дельфины пытаются сказать человечеству? Итак, что же именно дельфины пытаются донести до человечества своими загадочными сигналами? Этот вопрос стал основным фокусом последних исследований, ведь понимание дельфиньего языка может открыть новое измерение в межвидовом взаимодействии. Первые расшифровки показали, что сигналы не только содержат информацию о повседневных нуждах и действиях дельфинов, таких как охота или навигация, но и включают в себя более сложные концепции, напоминающие философские размышления или даже культурные аспекты. Это навело исследователей на мысль, что дельфины могут обсуждать среды своего обитания, делиться опытом и даже планировать будущие действия. Кроме того, были случаи, когда дельфины, казалось, пытались привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды. Например, в некоторых регионах дельфины сопровождали лодки исследователей к участкам океана, загрязненным выбросами или мусором, сигнализируя об этом с помощью своих сложных звуковых паттернов. Это стало неожиданным открытием, ведь дельфины, возможно, осознают влияние человека на океан и стараются указать на проблемные моменты. Ученые, однако, не спешат с выводами, но такая возможность кажется невероятно интригующей. Также дельфины могут делиться информацией о потенциальных опасностях, таких как приближающиеся шторма или подводные явления. Ранние сигналы, которые исследователи идентифицировали как предупреждающие, могли быть попыткой предупредить об угрозах и помочь избежать бедствия. Это говорит о том, что дельфины обладают не только высоким интеллектом, но и готовы делиться своими знаниями с другими видами. Текущие исследования продолжаются, и перспективы поистине захватывающие. Коммуникация с дельфинами может стать основой для социальных изменений и сотрудничества между видами, а понимание того, что они пытаются нам сказать, может изменить наш подход к защите и сохранению океанов. Однажды мы, возможно, поймем послание этих удивительных существ, которые могут стать ключом к более гармоничному сосуществованию на этой планете.